Наш урок все словарный запас. Сегодняшний словарный запас это касается кардиологии. И все эти слова очень важно для понимания нашего урока сегодня. Первое слово это будет elevation. Вы часто будете слышать ST elevation во время урока. ST elevation это означает подъем ST. Следующее слово angina. Можно также произносить как angina. Stable angina, unstable angina. Стабильный и нестабильный стенокардия. Angina это значит стенокардия. ECG или EKG. Мы можем говорить ECG или EKG. Без разницы. Myocardial infarction это инфаркт миокарда. И обратите внимание на аббревиатура MI. Okay? Когда ты читаешь статьи на английском, они любят просто писать MI. И даже иногда в экзаменатор просто пишет MI, и они ожидают, что вы должны знать и понимать, что такое MI. LBBB, left bundle branch block. Okay. Cardiac marker, management и treatment, они синоним. Okay. Но мы используем менеджмент боли для болезней, которые неизлечимы. Допустим, у пациентов multiple sclerosis, рассеянный склероз, мы это не можем лечить полностью. Поэтому мы употребляем слово management. So what is going to be the management for multiple sclerosis? Или what is going to be the management for myocardial infarction? Treatment это для болезни, которые мы можем лечить, и пациент может полностью выздоравливать от этой болезни. Допустим, при пневмонии, пневмония, мы лечимся антибиотик, и мы ожидаем, что пациент будет полностью выздоравливать. Palpitation это значит tachycardia. Palpitation это медицинские слова, так что ваша пациент не приходит к вам на прием, говорит, что доктор, у меня palpitation, I have palpitation, доктор. Так не будет. Скорее всего, пациент будет говорить, что доктор, I feel my heart racing, или I feel my heart beating very hard. Я чувствую, что у меня сердце очень сильно бьется. Palpitation это наше слово, медицинское слово. Следующее слово это будет collapse. Обратите внимание на синоним collapse. Это может быть faint или loss of consciousness. Так что collapse, faint, loss of consciousness одинаковый. Важно знать синоним, тем более для тех, кто готовится к OET экзамен. Immobile, мало движения. И надо делать ассоциации между immobile и pulmonary embolism, теле. Это очень важно. Ulcer это будет язва. Long term это уже не медицинский слово, это обычно английский. Long term это значит длинный срок. Допустим, what is the long-term management for a patient who has suffered myocardial infarction? Длительное лечение для пациента инфаркт. Мы знаем, что мы назначаем статин, аспирин, они будут это принимать всю жизнь. Поэтому это будет long-term management. Short-term – это кратковременное лечение. Short-term management. Immediate management – это что мы должны делать сейчас. Представьте, что вы работаете в emergency room, и к вам приходит пациент с инсультом. Immediate management – что вы должны делать прямо сейчас. Sudden и gradual – это очень важные словарный запас. Когда читаешь кейс, и вы видите sudden, и вы видите gradual, вы должны внимательно прочитать вопрос. Sudden это значит внезапно, Пациент приходит к вам, говорит, что доктор, я смотрю Netflix и моя жена, и all of a sudden, I started getting severe chest pain. Sudden. Сразу, внезапно. Gradual это будет постепенно. Доктор, я проснулся утро, and I had a gradual abdominal ache. Постепенный боль в животе. Ножа, тошнота, vomiting, рвота. Dyspnea это опять врачебное слово. Dyspnea по-русски. Пациент не будет говорить, что доктор, I have dyspnea. No. Пациент не знает, что такое dyspnea. Пациент будет говорить, что doctor, I have shortness of breath. Или doctor, I have difficulty breathing. У меня сложно дышать. Lifelong – это пожизненно. Пациент, который страдал myocardial infarction, is going to take aspirin lifelong, is going to take statin lifelong. Cardiac arrest – остановка сердца. Не перепутать, начнем разбирать кейс.
Я часто буду употреблять эта фраза a patient presents. A patient presents это значит, что к вам приходит пациент. Я могу иногда говорить a patient comes, окей? Слово ER, аббревиатура ER это означает emergency room. Я иногда могу писать ED, emergency department, или ANE, accident and emergency. Okay. Accident emergency или ER или ED по-русски это похоже больница скорой медицинской помощи. Okay. Так что знакомьтесь с этой аббревиатурой. Я буду часто употреблять на наш урок. А если я говорю a patient presents to the GP office, это значит пациент приходит к вам в поликлиник. Пусть будет GP office, будет поликлиник. Мы говорим outpatient. Outpatient это будет поликлиник. Okay. Так что у нас английский урок будет дискурсы по кейс. Я всегда говорю моим студентам, что если вы хотите развивать ваш медицинский английский, вы должны читать больше кейс или читать больше медицинских статей. Так что кейс поможет нам увеличивать наш медицинский английский, и не только медицинский английский, и еще медицинские знания. Так что давай начинаем с нашего урока сегодня. A patient ER with chest pain. What is the next best step? Пациент приходит к вам в emergency room с болью в грудной клетке. Что вы должны делать следующее? Если вы говорите ECG, you're right. You're perfectly correct. Okay. The first thing you have to do when a patient presents to the emergency room with chest pain is to order an ECG. Order an ECG это значит, что назначать ЭКГ. Okay? Order an ultrasound назначит ультразвук. Order an X-ray назначит рентген. Okay? So, what do we look for on an ECG? Okay? Пациент пришел в emergency room with chest pain. Мы назначили ECG. Что мы ищем в ECG? Okay? Если вы говорите, что ST elevation, вы правы. Okay. Но иногда это не только ST elevation. Я недавно столкнулся в вопрос, был классический симптом myocardial infarction. И там вариант не был ST elevation, но был LBBB, okay? Left bundle branch block. Вы должны тоже делать ассоциации между LBBB, новый LBBB и инфаркт миокарда. Okay? LBBB, ST elevation, мы всегда должны ассоциировать эти с myocardial infarction. И LBBB обычно мы видим в V6, и это похоже буква M. Okay. Иногда тоже появится в V5, это похоже буква M. Так что ST elevation, LBBB, you should think of myocardial infarction. Okay. What do you do if ECG doesn't show ST elevation? То есть пациент пришел, грудной боль, мы делаем ЭКГ, но мы не видим ST elevation. What is your next best step? Отпустить пациента домой? Я надеюсь, что вы назвал кардиомаркер, okay? Или cardiac marker. Есть две важные cardiac marker, которые мы часто назначаем в emergency room, okay? CKMB или troponin. Вопрос такой. Which of these cardiac marker is more sensitive? Какой из них, CKMB или troponin, более сенситивный? Если вы говорите CKMB, вы правы. CKMB это более сенситивный, чем troponin. И какой из этих маркеров более специфичный? Troponin. Okay. Troponin дает нам подсказку, что есть повреждение мышцы в сердце, миокардиум. CKMB может увеличивать при повреждении любой мышцы в теле. Представь ваш пациент, который страдал rhabdomyolysis, или пациент, который очень сильно занимается спортом, пришел на прием, мы делаем анализ, и мы видим CKMB. То есть CKMB is sensitive, but not specific. So the most specific cardiac marker is going to be troponin. Okay. И еще не забудь, что CKMB, он первый поднимается при инфаркте, и он еще первый падает при инфаркте. Troponin обычно повышается в течение 2-3 часа после начала грудной боли, и пик troponin это будет 12 часов
до 24 часов. И через 4 до 10 дней он уже падает до нормального уровня. Okay? Но бывают случаи, которые мы любим CKMB, мы верим CKMB или предпочитаем CKMB, чем тропонин. Вы думаете об этом случае? Это случай, когда мы подразумеваем reinfarction. Если мы подразумеваем reinfarction, мы больше верим CKMB, потому что он будет заново подниматься. Это значит, у пациента есть reinfarction. Very high yield point. You shouldn't forget this. Okay. Продолжим наш кейс. То есть пациент пришел к нам в emergency room, мы подразумеваем myocardial infarction, мы делаем ECG, мы не видим подъем ST, но ST elevation, мы еще назначил cardiac marker, но мы не видим elevated troponin. Что мы должны делать дальше? Отпустить пациента домой? Или госпитализировать пациента все равно? Я надеюсь, что вы говорите госпитализировать пациента. Это очень важно, потому что, как мы уже говорили, тропонин поднимается в течение 3 часа. Поэтому каждые 3-4 часа мы должны посмотреть уровень тропонина. Okay. Пусть будет так, что мы смотрели тропонин после 7 часов, и мы видим, что тропонин повышен. Как наш диагноз будет звучать? Наш диагноз это будет NSTEMI. Вот эта аббревиатура. Очень важная аббревиатура. NSTEMI. NSTEMI означает Non-ST Elevation Myocardial Infarction. То есть инфаркт миокарда без подъема ST. Okay? ST, STEMI, наоборот, это будет ST Elevation Myocardial Infarction. То есть инфаркт миокарда с подъем ST. Okay? Что это значит? STEMI значит full blockage of the coronary artery. Полный блокад коронарной артерии. NSTEMI, partial blockage. Okay, so that's how your diagnosis is going to sound. Но если мы смотрим ECG и ECG показал elevated ST или ST elevation, тогда это будет STEMI, ST elevation myocardial infarction. Если ECG нормально, без elevated ST, но elevated troponin, тогда у нас диагноз будет звучать как non-ST elevation myocardial infarction, NSTEMI. Okay, good. So, если диагноз STEMI или NSTEMI, management is going to be the same. Okay, the management of MI, non-ST elevation myocardial infarction or ST elevation myocardial infarction is going to be the same. Now, we follow a therapy called MONAC. MONAC это мнемоник, который поможет нам просто запомнить важную информацию. Okay? MONAC. M означает morphine, O означает oxygen, N означает nitroglycerin, A означает aspirin, и C означает clopidogrel. Okay? So, this is going to be your immediate therapy, или immediate management for a patient presenting to the ER with myocardial infarction. Very easy. Now, long-term management for patients who have suffered myocardial infarction. Long-term, мы говорим, что long-term означает длительное лечение. Okay? Все пациенты, которые страдали myocardial infarction, они домой с антиплейтлет. Okay? Aspirin, low dose, and clopidogrel. Okay? Aspirin, clopidogrel это будет dual therapy, двойной терапии. Вот эта двойная терапия, это должен длиться год. После года это будет монотерапия с только аспирин, low dose, okay? Я писал low dose здесь, потому что когда у меня дискурсы с моими студентами, я говорю, что в Америке аспирин тоже считается как НПВС. Они сразу перепутают. Как аспирин может быть НПВС? Аспирин станет НПВС, если мы назначаем в высокий доз. Представляете, ваша пациента перикардиtis. Мы назначаем аспирин высокий доз. Когда мы назначаем аспирин высокий доз, он не будет играть роль антиплейтлет, он играет роль NPVS, Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug. Мы говорим NSAID на английском языке. Okay. Beta-blockers, я не буду перечислить лекарства там, вы знаете. ACE inhibitors and statins. Okay, so this is going to be the long-term management for any patient who has suffered from myocardial infarction. Now,
Как всегда, мы заканчиваем наш урок с кейс. У нас очень интересный кейс здесь. Если вам нужно время читать кейс и понимать, нажмите pause, читайте, стараться понимать все словарный запас здесь. Главное, это симптом здесь. И выберите правильный ответ. Okay. So, a 50-year-old man with diabetes mellitus suddenly develops persistent crushing central chest pain radiating to the neck and arms when he was driving. It was associated with nausea, vomiting, dyspnea, and palpitation. He has a pulse of 120 beats per minute and a blood pressure of 110/70 and a respiratory rate of 34 beats per minute. What is single most likely diagnosis? Okay. Важно здесь это diagnosis. Иногда вопрос может быть, what is the single most appropriate investigation? Investigation означает исследование. Okay. What is the single most appropriate management? Management или treatment? Но здесь спрашиваем про diagnosis. Okay. Как раз мы уже разбирали словарный запас. Этот вопрос должен быть очень легко и понятно. Okay. То есть у нас мужчина 50 лет, у него история болезни, есть диабет, он внезапно развивал грудной боль, который радирует в шее и рука, когда он водил машину. У него симптом ассоциируется с nausea, vomiting, dyspnea, and palpitation. These are non-specific symptoms of myocardial infarction. His pulse 122, 170. Okay. Сразу мы можем здесь исключить несколько вариантов. Okay. Это не может быть pulmonary embolism, потому что при pulmonary embolism или теле мы ожидаем кровохарканье. Okay. Кровохарканье по-английски это будет hemoptysis. Okay. Очень важных словарный запас тоже. Hemoptysis. Это не может быть dissection aneurysm, потому что, во-первых, dissection aneurysm это часто происходит в демографии женщины. И симптом, который различает dissection aneurysm и myocardial infarction, это что боль, radiation в боль, это не будет только левый рука или шея, но это будет левый и правый. Поэтому мы можем исключить dissection aneurysm здесь. Costochondritis это не может быть. При costochondritis симптом не будет настолько драматичный, как при myocardial infarction. Costochondritis думает о вашем пациенте, который занимается йогой или занимается стретчинг, приходит к вам прием, говорит, что доктор, у меня грудной боль. Конечно, мы будем делать ЭКГ, чтобы исключить myocardial infarction. Но при costochondritis, когда мы делаем палпации грудной клетки, пациент будет жаловаться о боль. Типа, доктор chondritis это будет NSAIDs. Okay? NSAIDs это NPVS. Chondritis тоже считается как diagnosis of exclusion. Diagnosis of exclusion значит, мы должны исключить все эти важные и страшные заболевания. Myocardial infarction, angina, и после всего этого мы поставим диагноз costochondritis. Okay. Angina это не может быть. Явно наш ответ это будет myocardial infarction. Okay. Let's take a look at the second case. A 55-year-old woman was found collapsed at home. The paramedic tried to revive her, but in the ambulance she had a cardiac arrest and could not be saved. The paramedics report states that the woman was immobile lately due to hip pain and they found ulcer under the metatarsal head. She has a history of diabetes mellitus and was on antidiabetics. What is the likely cause of her death? Okay, если вы читаете кейс, и вы видите DM это значит диабет, diabetes mellitus. Okay, cause это значит причин смерти. Женщина 55, упал дома и умер. Парамедик не мог спасать ее, она умер от cardiac arrest. Заключение говорит, что она была immobile. И мы еще видим ulcer. Очень важная подсказка здесь. Ulcer это будет язва на нога. Okay? Это нам дает подсказка, что пациент развивал diabetic foot. Okay? Диабетический язва. Причин смерти. Okay? Тут мы можем сразу исключить перикардит. Это не может быть. Диабетический кетоацидоз, это тоже не может быть. Мы это не можем делать, если у нас нет данных
ABG, arterial blood gas. Так что мы не можем поставить диагноз diabetes ketoacidosis. Кардиак тампонат это тоже не может быть, потому что при кардиак тампонат мы видим backstride. Вы помните backstride? Backstride состоит из 3 компонентов. Okay? Distended jugular vein это расширение venous jugularis. Muffled heart sound это значит при аускультации мы почти не слышим сердцебиение. И последнее это будет severe hypotension, падение артериальное давление. Поэтому это pulmonary embolism и acute myocardial infarction. Okay? Acute myocardial infarction и pulmonary embolism диагноз, симптом похожи. Okay? Symptoms are very similar to each other. Но pulmonary embolism мы иногда ожидаем кровохарканье. Не всегда, но иногда может быть hemoptysis. Right. Но, скорее всего, если вы выбрали acute myocardial infarction, вы прав. Это acute myocardial infarction, потому что пациент имеет в истории болезнь diabetes. Okay? И diabetes это самый худший риск-фактор для развития myocardial infarction. Экзаменатор хотел, что вы думаете об myocardial infarction, поэтому они дал подсказку, что пациент имеет diabetes. Diabetes это самый опасный риск-фактор, хуже риск-фактор для развития инфаркта миокарда. А представьте, что если у вас будет вопрос, что будет самый популярный риск-фактор для myocardial infarction? Okay, the most common risk factor for myocardial infarction. Most common risk factor, самый популярный риск-фактор для развития myocardial infarction, это не будет diabetes, это будет hypertension. Но если вопрос такой, the worst, самый худший risk factor, worst risk factor is going to be diabetes. Okay? То есть пациент с диабетом, что мы ожидаем? Он развивался ulcer, diabetic foot или диабетический язва. Мы ожидаем, что это пациент уже хронические осложнения, chronic complication of diabetes. Okay? Какой chronic complication может быть здесь? Neuropathy. Neuropathy, чувствительность это пациент снижена. Okay. So this patient has developed what we called silent myocardial infarction. Пациент развивал тихо инфаркт миокарда, потому что у него чувствительность снижена. Поэтому когда даже инфаркт случилось, возможно, что пациент не почувствовал. Мы заканчиваем наш урок сегодня. Если вам понравился урок, поставьте лайк, поделитесь с вашими коллегами, друзья, однокурсники и одногруппники. И ждите следующий урок. Всем пока.